Евгений Пригожин вновь дал нам повод, чтобы поговорить о нем. Точнее, даже так. На него-то плевать более-менее. Но жанр публичного нытья, когда разные куски российских войск скулят и жалуются друг на друга, это очень удобный инструмент для анализа ситуации. Ведь все эти публичные обращения, когда Пригожин говорит о том, что фланги не прикрыты, что сил и боеприпасов нету, что ЧВК «Вагнер» гибнет, что ВСУ вот-вот пойдут в атаку и всем кирдык, это ж не пропаганда. Это обращение не предназначено для публики, оно предназначено для одного единственного человека, вводить в заблуждение которого в данный момент нет никакого резона. Для Владимира Путина. Но прежде чем мы перейдем к сути, нужно отдельно остановиться на том, что вообще значит публичность в путинской системе. Но прежде чем мы поговорим и об этом, хочу вам напомнить, что уже завтра у нас большой стрим в поддержку «Объектива». И если вы в Германии, в Берлине и хотите вживую на этот стрим прийти, попить чаю с нами и Анастасией Брюхановой и посмотреть трансляцию вживую тут, то можно это сделать за крупное пожертвование. Если вам интересно, то пишите менеджеру по ссылке в описании. Начнем. Что такое публичность в путинской системе? История Пригожина очень показательна и полезна для изучения внутренностей российского государства. Того, как у них там все вещества обмениваются. Из многочисленных публикаций мы знаем, что Пригожин близок к телу Путина больше 20 лет. В самом начале нулевых молодой президент даже водил мировых лидеров в пригожинские рестораны. А ЧВК «Вагнер» существует с 2013 года. При этом фамилия Пригожина, не продюсера Валерии, а повара Путина, начинает мелькать в крупных СМИ года с 16-18. И не в контексте частной армии, а в контексте фабрики троллей и сетки помойных СМИ, созданных для манипуляции Яндекс.Новостями. Но долгие годы после этого Пригожин существует как полумифическая личность. Он никому не дает комментариев. В интернете существуют 2,5 его старых фотографий. Не до конца вообще понятно, как он выглядит. Это какой-то таинственный демиург, общение с которым, как с Господом Богом, возможно только в одностороннем порядке. Он тебе не ответит. А будешь спрашивать слишком настойчиво, можешь поплатиться здоровьем или вообще жизнью. Журналисты-расследователи, которые слишком активно лезли в дела Вагнера и пригожинских махинаций со школьным питанием, испытывали большие проблемы. Во второй половине лета прошлого года, когда были опубликованы ролики с вербовкой из колоний, мы вообще впервые услышали голос Пригожина. То есть всю свою жизнь, все годы знакомства с Путиным до последних 9 месяцев Пригожин делал свои дела, совершенно не стремясь ни к какой публичности. Роль популярного видеоблогера, который без устали фигачит контент каждый день, не его органичное состояние. Когда он мог вопросики свои решать другими способами, когда у него был прямой доступ к телу, в кадр он совершенно не лез. Он полез только когда стало припекать. Это полезно нам все знать вот для чего. На первый взгляд кажется, что когда чиновник, политик, какой-то персонаж из системы становится страшно публичным, пишет статьи, раздает интервью направо и налево, фигачит посты в Телеграм 3 раза в день, лезет в камеру. На первый взгляд кажется, что это говорит о росте его влияния. Но на деле все наоборот. Это в открытых системах публичность и влияние идут рука об руку. Но в системах авторитарных влияние – это возможность зайти в нужные двери и позвонить нужным людям и решить вопрос так, чтобы о твоем существовании публика и вовсе ничего не знала. Чем влиятельнее человек, тем меньше он хлопает губами публично. Если твой месседж положит начальнику в папочку только когда ты проорешь его на площади во всю глотку, если к начальнику нужно обращаться через СМИ, дела твои плохи. Это немного отстраненная мысль, но ее стоит иметь в виду как контекст. Когда мы анализируем действительность, нужно помнить, публичность в нашей системе – это жест отчаяния. От хорошей жизни на него не идут. С точки зрения грядущего украинского контрнаступления, вопли Пригожина бесконечно важны. Не надо думать, что это у одного Вагнера проблемы, и это Вагнер вот-вот кончится под Бахмутом, а у всех остальных все есть и будет хорошо. Из Z-телеграммы мы знаем, что вагнеровцев особо не притесняют. Им просто в какой-то момент сократили снабжение и поддержку до уровня прочих российских сил. Таким образом, когда Пригожин ноет, он описывает не только свою ситуацию, он ставит диагноз всей российской группировке.
Российской группировке, которая, напомню, ведет непрерывное наступление с конца января, ведет его по нескольким направлениям одновременно, которая день за днем долбится в укрепленные украинские позиции, теряет безумное количество людей и техники, которая очень сильно поистрепалась, устала и испытывает острейший снарядный голод. И вот этой группировке очень скоро предстоит столкнуться со свежими украинскими силами, специально подготовленными для контрнаступления и вооруженными новой натовской техникой. Это очень скверные исходные данные. Пока российская армия сжигала ресурсы в собственном наступлении, обернувшемся полнейшим пшиком, украинская армия ресурсы активно накапливала. Пока российские танкисты горели в самоубийственных рейдах на Угледар, украинские переучивались на леопарды. Со слов генсека НАТО мы знаем, что почти вся техника, обещанная Киеву в начале года, уже поступила в Украину. Причем отдельные наименования поступили уже давненько, в конце февраля и в начале марта. Мы видели, что на них учатся, катаются на полигонах, что их перекрашивают в пиксельный камуфляж. Но ничего из большого списка техники, ни танков, ни БМП, ни транспортеров из новых пакетов на фронте мы не видели даже близко. Украина свои ресурсы не прожигала. Она их берегла и накапливала. Пригожин скулит не просто так. Он прекрасно понимает, что наступление ВСУ будет и будет скоро, что оно будет стоить российской стороне больших территориальных потерь. Но это меньшая проблема для него, Пригожина, лично. Для него лично очень важно, что контрнаступление будет ему стоить самого Вагнера. А кому он нужен со своим длинным языком, но без частной армии? Это не очень понятно. Как бы ему не попасть в трагическое ДТП. Дальше попытаемся сориентироваться по срокам контрнаступления. Сначала небольшая реклама. Спасибо, что смотрите. Это позволяет каналу независимо существовать. Каждому из нас сейчас нужно думать о пути отступления, о плане «Б» на случай, если все пойдет кувырком. Нужно думать о том, как сохранить сбережения, как защитить детей. И если у вас среди бабушек или дедушек есть в роду евреи, ваш план «Б» – получить гражданство Израиля. Напомню, хотя еврейство передается по материнской линии, право на гражданство Израиля передается и по линии отца, правда, только до 3-го колена. Это значит, что если вы докажете, что хотя бы одна из ваших прабабушек еврейка, то сможете претендовать на репатриацию. Звучит просто, но на самом деле в процессе репатриации есть много подводных камней. Как быть, если у вас в роду есть евреи, но вы были усыновлены не евреем? Что делать, если у вас есть судимость, что автоматически осложнит получение гражданства? Ответ простой. Вам нужен хороший адвокат. Эли Гервиц – крупнейшая и старейшая русскоязычная адвокатская коллегия в Израиле. Она сопровождает процессы репатриации как людей, так и капитала. На ее счету тысячи успешных кейсов, огромный опыт работы с неправомерными отказами в праве на получение гражданства, а учитывая, что сейчас процессы репатриации усложнились, не напрасным будет заручиться юридической поддержкой. В описании я оставлю ссылку на сайт, где вы можете изучить статьи и узнать про все особенности процесса получения гражданства Израиля. Как ввести в Израиль деньги, насколько выгодно купить там недвижимость. Узнайте и про сложные случаи репатриации. Адвокатская коллегия Эли Гервиц сохранит ваше время и поможет избежать ошибок в получении гражданства Израиля. Я с Эли Гервицем знаком лично, пару раз у него консультировался, и он всегда давал мне очень хорошие советы. Ссылка, опять же, в описании. Продолжим. Итак, теперь попытаемся что-то понять по срокам. Пригожин говорит, что благоприятные погодные условия для ВСУ сложатся в течение 2 недель. Сами мы, разумеется, ничего о сроках не знаем, а украинская страна не собирается нас в этот вопрос посвящать и правильно делает. Даже больше, она старается своими публичными заявлениями, каждый из которых противоречит остальным, максимально свести противника с ума. Тем не менее, прогноз Пригожина приводит нас к одной заметной и любопытной дате – к 9 мая. А дата эта, помимо военной, несет и политическую нагрузку. Может показаться, что это не так уж и важно, ведь контрнаступление – это вопрос нескольких недель. Так какая разница, начнется оно в первой половине мая или в середине июня? Будь это какая-то другая война, с каким-то другим режимом,
Так бы оно и было. Но речь идет о режиме Владимира Путина, для которого Великая Отечественная война и победа в ней – это не какое-то отвлеченное историческое событие. Это единственный внятный идеологический концепт. Мы много раз об этом говорили, и повторяться я не буду. Ведь, чтобы оценить всю важность мероприятия, достаточно посмотреть на информационную поддержку нынешнего вторжения. Весь пропагандистский нарратив отсылает к 40-м, постоянно муссируется тема нацизма и фашизма, Соловьев через слово упоминает СМЕРШ, Маргарита Симоньян мечтает, чтобы встала страна огромная. Вся пропаганда будто бы живет внутри советского военного фильма, по кругу повторяя заштампованные фразы. Даже чисто по таймингу совершенно очевидно, что День Победы 2022 года должен был пройти в Киеве. К середине марта война должна была полностью закончиться. В апреле должны были махом провести в Украине президентские выборы, триумфальную победу на которых одержал бы Янукович или Медведчук, разница невелика. Тем временем российские чиновники расселись бы по всем значимым должностям, ведомствам и госкомпаниям, поделили бы между собой регионы и отрасли. И к 9 мая страна была бы уже полностью зачищена и поставлена под контроль, а Путин прилетел бы праздновать победу. Наконец-то собственную победу, а не победу, случившуюся за 7 лет до его рождения. В любой войне боевые действия служат политическим целям. В этой войне, где настоящую военную победу, то есть захват столицы врага и физическое его свержение, не может одержать ни одна из сторон, политические мотивы становятся самыми важными. Изгнание оккупантов с собственной территории, выход на границы 1991 года сам по себе не принесет Украине ни победы, ни избавления. Абсолютно ничто не помешает Путину продолжать артиллерийский, ракетный, воздушный террор украинских граждан с законной российской территории. Война эта может закончиться только одним способом – концом путинского режима. Путин сам отрезал себе пути отступления. Он не остановится, несмотря ни на что. Важнейшая цель для Украины, таким образом, унижать Путина, показывать его слабость, наносить поражение не только его армии, но и его реноме. Поссорить Путина с противниками войны, ежедневно напоминая, насколько безумное мероприятие он затеял. Поссорить Путина с адептами войны, показывая, насколько он неудачник, который не может победить. Украинское руководство это прекрасно понимает. Мы помним, например, что Крымский мост был взорван не абы когда. То был подарок на путинский юбилей. В этом смысле именно канун Дня Победы или само 9 мая выглядит как идеальное время начала контрнаступления. День Победы – ритуал неотменяемый. Можно забыть о прямой линии или пресс-конференции, можно целый год не обращаться к Федеральному собранию. Но Путин, приветствующий войска с трибуны Мавзолея, это настолько устоявшаяся традиция, что ее отмену просто невозможно допустить. Где бы ни посыпался фронт, где бы что ни взорвалось, какой бы важный город не был бы потерян, Москва будет праздновать победу, как ни в чем не бывало. Как ни в чем не бывало, по Красной площади будет идти техника, будут маршировать тысячи солдат, будет салют и атмосфера праздника. Обратили внимание, что ситуация получается довольно безвыходной. Чем горше будет нанесено поражение Путину на фронте, тем глупее для внешних наблюдателей и оскорбительнее для собственной армии будет выглядеть этот потешный полководец, празднующий собственный провал. Тем более дико будет выглядеть техника на брусчатке, а не на фронте, тем более неуместно будут смотреться тысячи военных, которые маршируют в центре столицы, а не сидят в окопах. Моральный дух войска и важность его для войны никто не отменял. Одно дело, когда на тебя рвется противник, когда вокруг ужас и мрак, трупы и кровь. Но когда твоя столица в это время пляшет в советских гимнастерках, стреляет салюты, отдыхает и развлекается, когда у них праздник жизни, а ты на нем лишний, то ощущение совершенно иное. Помните, насколько дико смотрелась картина, когда российские войска бегут из Лимана, сверкая пятками, а в Москве вопят Гойда и пляшут по поводу захвата новых территорий? Празднование Дня Победы на фоне военного провала будет еще хуже. И отменить нельзя. Ведь отмена – это признание поражения. Это признание, что на фронте все так плохо, что мы даже 9 мая в Москве справить не можем. Конечно, это не прогноз с точностью в единицу. Да и вообще не прогноз. Фиг его знает, какими мотивами руководствуется украинское командование.
какие в точности силы оно накопило и считает ли себя готовым к наступлению. Фиг его знает, когда это наступление произойдет, потому что мы анализируем только открытые источники. А в случае войны открытые источники — это тоже инструмент в руках обеих сторон. Это средство введения противника в заблуждение. Мы помним, как происходило прошлое контрнаступление. Разговоры о нем начались в конце мая. Оно шло фоном все лето, а случилось в сентябре. Получилось так, что контрнаступление ждали все, но не ожидал никто. По косвенным признакам, регулярным информационным интервенциям, резко участившимся атакам российских тылов, по демонстрации готовности техники ясно одно – наступление где-то рядом. Что речь идет о неделях, может быть, в крайнем случае о месяцах, но небольшом их количестве. Но делать какой-то четкий прогноз – это хороший способ выставить себя идиотом. Тем не менее, осматривая ближайшую перспективу, оценивая, какие даты нанесли бы Путину максимальный урон, ничего кроме 9 мая на ум не приходит. Да, к военной логике это отношение не имеет, но мы и не военные эксперты. Мы что-то понимаем про политику. И понимая что-то про политику, а война это закончится именно политическим путем, я бы на месте российского командования ничего хорошего от майских праздников не ждал. И судя по истерике Пригожина, ничего хорошего они и не ждут. До завтра.